И начать предлагаю с интересного: середина года примерно, где-то у нас так вот она перевалила за середину, скажем так. И немедленно все заговорили о том, что бюджет Нового года надо формировать, там 26-й год. Чиновники разного государственного высокого уровня донесли нам, что бюджет будет бюджетом экономии, 26-й год. Не то, чтобы мы сильно удивились в этой связи. Однако все знают, что российский бюджет все-таки зависит от продажи российских энергоносителей недешевых, отставить доступных на мировые рынки. А на мировых рынках, и в Европе особенно, нашим любимым, все еще пока, как ни странно, на рынке интересное. Там то TTF какой-нибудь, TTF, то, значит, заявление о том, что они вообще откажутся к 50-му году от всей возможной, значит, вот этой нехорошей, где газ, вот этот без демократии, нефть такая же без демократии, вот от этого всего откажутся. С теневым флотом непонятно. То ловят, то не ловят, то потолки двигают в разные стороны. В общем, забавно и увлекательно происходит. Давайте сначала про нефть поговорим на европейском направлении и в целом. Нефть, матушка, это наше все? Да. А что о ней говорить? Она остается все той же черной, маслянистой, иногда коричневой. Все мечтания или, я не знаю, целеустановки Европейского Союза, активистов зеленой энергетики, о том, что от них можно отказаться, натыкаются на суровую действительность. Какое-то время на это было потрачено, вот на эту увлеченность. Сейчас все сходятся во мнении, что нефть, конечно, закончится в обязательном порядке. И вот мне что нравится, это традиция. Когда учился в средней школе, говорили, через 20 лет нефть никому не будет нужна. 40 лет прошло, нефть через 20 лет никому не будет нужна. То, что попадает в нашу прессу, удивляет. Есть профессионалы нефтяной отрасли, ОПЕК, ОПЕК+, и есть весь остальной замечательный мир. Всемирное информационное агентство «Один Bloomberg» сказал, сокращенно АБС, которую просто не пускают на заседание ОПЕК, совершенно четкая формулировка, излишне политизирована. Точно так же, как ОПЕК отказывается принимать во внимание любые прогнозы МЭА из-за излишней политизированности. То, что мы видим в нашей прессе, это МЭА, а также Bloomberg. ОПЕК считает, что пик нефти не пройден. К 50-му году они ожидают рост спроса на нефть еще на 16%. То есть процесс идет 16-18%. То есть если сейчас где-то 102-103 миллиона баррелей в сутки, то будет сделка. ОПЕК плюс по-прежнему действует. Те увеличения объемов добычи, которые мы видим, не касаются тела сделки ОПЕК плюс. По корректировке это 8 стран, которые брали на себя дополнительные обязательства поверх сделки. 8 стран взяли еще дополнительные обязательства. Сейчас они их просто прекращают. При этом... Это вот последние заявления были ОПЕК вот недавно совсем о том, что мы поднимаем объем, увеличиваем объем некоторых. Это просто отказ от дополнительных ограничений. Самоограничений. Да. Дойдет ли дело до корректировки условий самой сделки ОПЕК плюс, самого соглашения ОПЕК плюс, посмотрим. ОПЕК плюс абсолютно уверенно предсказывает рост спроса, поскольку экономика мировая развивается, за исключением некоторых особо выдающихся стран, где живут наши нетрадиционные партнеры, имеется в виду Европейский Союз. Там сложно, теперь и у нас сложно. Что происходит у нас, если касаться этого, у нас происходит охлаждение экономики, и, соответственно, заморозка энергетики. Для того, чтобы охладить экономику, энергетику надо заморозить. По-другому не получается, потому что она же в базе, охлаждать надо снизу. У нас, по условиям сделки ОПЕК+, по тем ограничениям, которые мы на себя брали, год к году, в полугодие предыдущего года, так скажем, к первому, минус 3%, возможности наращивать объемы добычи заканчиваются, удержаться на прежнем уровне без серьезных налоговых изменений не получится. Напомню, что в 2023 году Владимир Владимирович дважды давал поручение правительству навести порядок в системе налогообложения нефтяной отрасли, оба раза получил отказ. Оба раза законопроект разрабатывало Министерство финансов. Дума дважды досрочно голосовала, вместо 3 чтений 2. Значит, здесь какая-то государственная мудрость, которую, лично я понять не способен. Там сидят серьезные мужи,
Я имею в виду то, что у нас порядка 70% нефти – это уже трудноизвлекаемые запасы. Налоговых послаблений там нет. С учетом действующего на территории России тайфуна с женским именем Эльвира, инвестиции туда... Он постоянно действующий? Он постоянно действующий, серьезный такой. Имя женское, красивое. Инвестиции со стороны банков невозможны. Это очень удобно. Смогут ли нефтяные компании за счет собственного денежного потока инвестировать? Тоже большой вопрос. Заниматься ли трудноизвлекаемыми запасами, проводить научно-исследовательские работы, научно-исследовательские опытно-конструкторские работы, когда можно под 20% положить деньги в депозит, а персонал распустить за ненадобностью. Большой вопрос. То же самое касается строительства электростанций. Никому не надо, никому не интересно. При этом Россия продолжает искать пути экспорта российских энергоносителей, будь то газа, будь то нефти, на мировые рынки. И вот разговоры все больше идут о том, что у нас появился ужасный теневой флот, который ловят, пытаются, находят, правда, какие-то там латвийские, панамские, суринамские, в Балтийском море даже находят, говорят. Во-первых, что под этим имеется в виду? Традиционно последние лет так 200-300 капиталистический мир привык, что все страховые компании находятся в Великобритании, Ллойд, дочерние, внучатые, племянничатые структуры, какие угодно еще. В соответствии с решением группы G7, Америка и ее шестерка, было введено такое понятие, как потолок. Соответственно, если в документах не указано, что потолок соблюдаем, страховаться мы там не будем. Многие крупнейшие, так скажем, компании-судовладельцы, это Мальта, это Кипр, поскольку они в Евросоюзе, они тоже не могут подсанкционную нефть перевозить. Есть у меня подозрение, что они как-то связаны тоже с британцами, и Мальта, и Кипр. Разумеется. Да. Это такая экосистема. Мы стали пользоваться судами, которые не страхуются. У Ллойда и компании Ллойд зафиксировал, что у него на 15% меньше страховок стало. Международное право в морском деле соблюдается. Если, допустим, полис выписывает государственная перестраховочная компания, такое вот название придумали, ее просто все признают. Мы в ответ перекрестно, первыми эти полисы признала Турецкая республика, сразу, сходу, по-моему, еще до наступления всех санкций уже все было в порядке. Мы, естественно, признали турецкие, индийские, китайские, хорошо себя чувствуем. Запад этим недоволен, потому что с этого флота нельзя взять денег. Это не их суда, они не у них страхуются. Они не у них какие-то там трудовые договоры подписывают, все как-то иначе. Им это не нравится, они назвали это теневым флотом, и мы этот термин постоянно повторяем. Хорошо. Сейчас по разным оценкам от 600 до 1000 танкеров бегают в составе вот этого теневого флота. Можно это остановить или нет? Международные законы не нарушены. Останавливать в Балтийском море, дождаться казус белли, что, допустим, датские проливы должны быть свободны для торговли, появление прибалтийских пиратов или еще что-то, мы уже вроде нащупали. Там уже ганзейские пираты появились. Мы уже нащупали тот метод, но я просто напомню, что до 91 года, лет 70, наши суда никто не останавливал. Потому что они шли под флагом Союза Советских Социалистических Республик, и межведомственное сопровождение тоже было от Министерства обороны. А сейчас мы этого сделать, к сожалению, не можем. У нас ничего не изменилось в этой жизни. Если брать весь объем морского экспорта России, то на своих судах мы вывозим 10%. Все остальное мы фрахтуем. Флот у нас маленький, скромненький, а сопровождать при помощи военных кораблей суда, ходящие под флагом, я не знаю, там, островов Крокодили слезы, как-то не очень удобно. Но, тем не менее, видимо, вот эта практика и будет. Со словами, это наш товар, на борту этого судна мы его сопровождаем. По-другому, эта публика в Европе же по-другому не понимает. Увы, к сожалению. Там публика в Европе рассказывает, особенно такой повосточнее, которая Европа, сильно повосточнее, что надо потолок вот этот начать двигать. Я про это уже упомянул. 45. Если крыша едет, конечно, надо двигать, что сделаешь.
Первый раз вот эта история с потолком, это действительно весна 23 года, когда были введены все и эмбарго на поставки в Европейский Союз морские, и вот этот ценовой потолок, все сразу. Рынок отреагировал. Цена нефти тогда была $100-110 за баррель. Это просто для того, чтобы рынок почувствовал, что такое исчезновение 7 миллионов баррелей в сутки нефти и нефтепродуктов, идущей из России. С одной стороны, рынок размышлял, а наши нефтяные компании нащупывали новые логистические схемы, чтобы мировой рынок таких испытаний не испытывал. Мы тогда наблюдали и новые марки нефти, там Latvian Blend и прочее, прочее. Latvian Blend – это богато. Да, это такое, все по-взрослому. Приспособились. Выглядит это, наверное, потом по прошествии лет можно будет массу детективов снимать. Малые суда перегружают на большие суда. Запрещено там целый список танкеров заходить в какие-нибудь порты. Меняем название, меняем владельцев. Не разгружаемся в акватории порта. Вытаскиваем какую-нибудь баржу, сливаем на ней. Ну, в общем, романтика полная. Я просто напомню, что эти игры государства «Поймай нефтяника и отбери у него налоги» идут уже, слава богу, 150 лет с переменным успехом. Тем более, когда... Ну, есть же приличные государства, есть европейские. Вот у них не получается поймать происходящее в Юго-Восточной Азии. Ну, вот не получается. Что характерно, многие начинают понимать, что эти странные игры взрослых дядей в маленькой песочнице уже всем надоели. Если посмотрим, такой, я не самый большой политолог, но вот новый премьер-министр Японии за полгода, прошедшие со дня его прихода на этот пост, в Европе просто ни разу не побывал. Ну, как-то вот неинтересно. А поскольку, несмотря на этот потолок, Япония себе исключение получила, у нас на шельфе Сахалина добывается нефть марки «Сокол». Легкая, малосернистая, Сахалин, Япония. Исключение. ВСТО, Восточная Сибирь, Тихий океан, это и наш магистральный нефтепровод, и марка нефть. Приходит он, ну, грубо говоря, в Владивосток, чуть там южнее. И Япония. Исключение. Ну, так постепенно, как-то, видимо, на вот таких исключениях оно как-то все и будет размазываться. Борис Ильич, для безграмотных, в смысле для меня и для некоторых наших слушателей, обычно говорят о марке «Юралс» российской нефти. Вы сейчас сказали, что есть ВСТО, есть «Сокол», есть еще там целый ряд названий. Как они между собой соотносятся с точки зрения цены? Ну, у нас действительно, по-моему, в общей сложности 8 сортов. «Юралс» флагманская. На самом деле это тоже смесь. Это смесь Siberian Light, легкой малосернистой сибирской, и тяжелой, вязкой сернистой нефти Поволжья. Вот смешали, получили. Можно отдельно продавать. «Юралс» считается базовым в те времена, когда ни про какие санкции речи не шло. Стоило на 3-5 долларов ниже за баррель, чем европейская бренд. То есть, вот так сложилось. А бренд – это, по-моему, нефть Северного моря, что-то такое, да? Ну, казалось бы. Там сейчас сложнее, эти месторождения закончились. Там в этой корзине уже и американская WTI оказалась. Ну, то есть, это тоже смесь сейчас? Да, конечно. Если говорить по стоимости, ну, самая дорогая, наверное, все-таки «Сокол». Ее небольшие объемы, она действительно очень качественная. ВСТО – это то, что добывается у нас в Восточной Сибири и до Тихого океана добирается. Она чуть тяжелее, чуть больше серы. Ну, вот так, наверное. Siberian Light не так часто мы экспортируем. Все-таки она и нам больше нужна для того, чтобы наши нефтеперерабатывающие заводы были вооружены. Ну, а «Юралс» вот такая самая массовая, потому что ну, традиционно у нас нефтепроводы шли в западном направлении. То есть нефть Сибири сблендировать, смешать с нефтью Поволжья, ну, как-то вот просто по маршруту. Так, это у нас офф-топ был. Продолжаем про потолки. Насколько для России критично это падение потолка, поднятие потолка? Ну, во-первых, у нас есть указ президента о том, что если контракты подписываются с этим потолочным условием, то контрактов нет. Не будет разрешен экспорт. Во-вторых, уже приспособились. Первая большая встряска была в начале 23-го, вот когда все это было введено разом, приспособились. Сейчас, ну, даже не касаясь нефтяников, они даже не хотят это комментировать. У нас даже министр иностранных дел понимает, что происходит. Говорит, ну, хорошо, ну, 2 месяца будет очередная перестройка логистики, потом все продолжится так, как было. Никто ничему особо не удивляется. И все эти санкционные вещи, Иран 40 лет под санкциями, что
не справляется. Справляется. Так что... Таким образом, получается, что этими потолками европейцы скорее себе устраивают более веселую жизнь, чем нам. Ну, собственно говоря, да. Потому что если мы смотрим на результаты этих санкций, значительно больше, кратно больше стала нашей российской нефти покупать Индия. В результате поток нефтепродуктов готовых из Индии в Евросоюз тоже увеличился кратно. Ну, соответственно, те, кто поразумнее, те, кто за политическими лозунгами не гонится, прекрасно понимают, в чем дело. Если раньше нефть из России приходила на нефтеперерабатывающие заводы Европы, то сейчас она перерабатывается в Индии. Ну, плечо доставки, вот все эти санкционные вещи, у них цены немножко поднялись. Вот и все. А больше ничего не изменилось. Но я уж молчу про тренера олимпийской сборной по сидению на 5 стульях разом. Эрдоган, там вообще все великолепно. Если верить статистике, все дизельное топливо, которое производится в Турции, вывозится в Евросоюз. До последней капли. До последней капли. И новые месторождения регулярно находят? Нет, он все дизельное топливо отдал Европе. А на вопрос, а вы на чем есть? Он говорит, это уже не ваше дело. Вы же меня в Евросоюз не приняли, что за вопрос-то? Дизельное топливо устраивает по качеству. Все в порядке. Поехали. Так, давайте немножко про газик теперь. Давайте. Вот, тем более, что начались разговоры, а как же несчастная Украина без газа теперь будет, потому что пустые хранилища после прошлого года, наполнить их очень хочется, но какие-то пока мутные схемы, в основном через Словакию. Да, через Словакию это великолепный вариант. В результате цена на внутреннем рынке бывшей Украины выше, чем в Европе. Но это тоже можно понять, потому что газ должен из Сибири добраться через Черное море до Турции, пройти Турцию, пройти Болгарию, Сербию, Венгрию, Словакию, и после этого только появится там. То есть все эти транзитные расходы, они же никуда деться не могут. Тем более, что в самом конце этой пищевой цепочки Словакия, Роберт Фицо, который, мягко бы сказано, не в восторге от того, что происходит. На тот момент, когда украинский транзит действовал на полную мощность, так скажем, что такое Словакия? Это вход из Украины. Через нее транзитом газ шел не только в Чехию, не только в Венгрию. Он добирался до австрийского хаба Баумгартена, сходился по всей Европе. Доходы казны Словакии 500 миллионов евро в год на этом транзите. И эти деньги просто забрали из бюджета. Поэтому, конечно, Роберт Фицо делает все, чтобы предоставить киевскому режиму максимально возможные скидки. Режим благоприятствования. С минусом. Нет, но здесь, опять же, надо быть объективным. Отрицательный рост, положительное падение. Вот это все, но он хоть как-то спасает свой бюджет, потому что действительно вот такой дыру в бюджете получить. Он бы, может, и хотел еще больше спасать, но, к сожалению, объем трубы, он конечен. Туда нельзя качать бесконечно. Хватит ли, просто, объемов, как говорят в целом? Нет, не хватит. Нет, не хватит. Если заполнять до традиционных для Украины объемов, то не хватит. Тем более, что собственной добычи какие-то события стали происходить непонятные, она стала падать. То есть, обычно там порядка 20 миллиардов кубометров. Основной регион добычи Полтавская и Харьковская область, там что-то происходит непонятное. Я, разумеется, верю всему, что пишет один Bloomberg. А один Bloomberg написал, что в России в мае 2022 года кончились все ракеты. Что происходит с Украиной? Что там падает? НЛО? Кто-то напал? Не понимаю. То есть с объемами добычи беда. Даже если по полной программе пытаться прокачивать из Словакии, из Польши мощностей, газопроводов просто не хватит физически. Так что, у Украины, собственно говоря, на мой взгляд, свое оценочное мнение, у киевского режима есть два варианта. Для того, чтобы не мучиться с нехваткой газа, нужно просто отдать несколько областей, пусть Россия там делает, что хочет. А оставшихся мы всем обеспечим, все хорошо. Насколько-то областей хватит. Тоже вариант. Нет, правда, есть еще, говорят, вариант номер 3, который как-то связан с недавними событиями вокруг азербайджанской диаспоры в России. Возможно, это мое оценочное суждение. Возможно. На самом деле, год назад мы этот азербайджанский вариант рассматривали, когда шло гадание на кофейной гуще. Будет транзит продлен, не будет, не будет. Прямого газопровода, который связывал бы Азербайджан с Украиной, просто нет.
ну, какие варианты, как дотянуть газ до Украины? Ну, приблизительно таким же крюком, как идет по турецкому потоку. Система магистральных газопроводов ТАП-ТАНАП, Черное море, Средиземное Скажите, море. пожалуйста, про нее. Я просто знаю, как это выглядит, а не все наши слушатели понимают. Это, наверное, самый фантастический газовый проект. Я никогда не думал, что Сакар State Oil Company of Azerbaijan Republic на это пойдет. Газ добывается на морском месторождении Шах-Денис, по дну моря Каспийского. Это Каспий, да. Это по дну моря Каспийского выходит на материковую часть Азербайджана, проходит сквозь Кавказский хребет в Грузию, ныряет в Черное море. Выныривает в Турции на бережок, проходит через всю территорию Турции до границы с Грецией, проходит Грецию насквозь до Албании. В Албании ныряет в Третье море, Средиземное, выныривает в Италии. Фантастически совершенно. То есть, 3 морских участка, горы, вот это все вместе. Начальная смета была 48 миллиардов долларов. Я не знаю, как там что делали, но умудрились втиснуться в 42. Вот теперь все это надо окупать. И представить себе, что Азербайджан перестанет прокачивать газ в Европу, где платят безо всяких проблем. Европейские компании, турецкие. И мощность этого газопровода всего 16 миллиардов кубометров. Я напомню, что с чем сравнивать? Северные потоки. Да, 10 миллиардов долларов. Если в долларах считать, это 55 миллиардов кубометров. Здесь 40 миллиардов и 16 миллиардов кубометров. По первоначальному плану 6 миллиардов турецкие компании, турецкие потребители, 10 должно было уходить в Европу. Понятно, что Дон Эрдоган сейчас может микшировать, меньше брать азербайджанского газа, но там, правда, с принадлежностью молекул, они без паспортов бегают. 2 газопровода приходят из России, есть своя добыча, есть газопровод из Ирана. Будем считать, что вот азербайджанский газ, он все 16 будет прокачивать. Turkish Blend будет, как на сигаретах раньше писали. Может быть, они смогут все 16 миллиардов кубометров с Шах-Дениза отправлять в Европу. Выгодно при этом Сокар, State Oil Company, проталкивать газ до Украины? Нет, невыгодно. Потому что неизвестно, что будет с платежами. И такого способа удобного, разве что трансбалканский магистральный газопровод, который не нужен стал после появления турецкого, он сейчас работает в реверсе. Но тогда надо прогонять опять транзитом, то есть это граница Турции с Болгарией, в Болгарии поворот на Румынию, через Молдавию. Опять интересная какая-то интересная комбинация. А самое простое действие в соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 марта 2023 года трубопроводный газ за рубли. Газ мы готовы продать кому угодно после того, как рубли будут на счету «Газпрома». Рубли в российском банке.